Людмила Григорьевна, давайте с самого начала начнем. Когда вы вообще в первый раз услышали фамилию Ельцин? Фамилию Ельцин я услышала впервые в Свердловске, это тогда был Свердловск, а, работая в Уральском политехническом институте. Я не могу сейчас точно сказать, как он сейчас называется, по-моему, какой-то Уральский технический университет имени там Бориса Николаевича, да? Я работала на факультете общественных наук, преподавала научный коммунизм, социологию. В 1976 году Ельцин был избран, перешел, вернее, на партийную работу и работал в обкоме партии. И вот тогда преподаватели общественных наук, собственно, впервые познакомились с ним, даже познакомились, потому что была встреча Бориса Николаевича с преподавателями. И мы его видели живьем. А до этого просто, знаете, как любой другой человек, живущий в Свердловске, слышал, что у нас есть такой партийный работник. Позже он стал первым секретарем, тем более знали о том, что есть такой партийный секретарь. Но лично, вот так просто непосредственно, я с ним впервые увиделась тоже в Свердловске, но уже в начале февраля 90-го года, когда он начал избираться депутатом Верховного Совета РСФСР. Вот тогда первая встреча состоялась. Давайте вернемся в Свердловск. Это, видимо, вот эта встреча с преподавателями, да, на которой был и Бурбулис. Расскажите, пожалуйста, какое впечатление Ельцин произвел на вас? Дело в том, что Борис Николаевич был вообще очень неординарным первым секретарем. А он выделялся как бы прежде всего тем, что делал то, что сегодня называется пиаром. Встречи с населением, выступлением по телевидению. И довольно часто были просто его выступления программного типа по поводу тех проблем, которые были в области. Но потом, позже, он начал практиковать живые встречи с преподавателями общественных наук, со студентами. Вот две встречи особенно эти запомнились. Со студентами встреча во Дворце молодежи продолжалась часов 6 или 7. Были приглашены ребята из разных вузов. Конечно, встреча готовилась. То есть собирали вопросы, которые их интересуют. Потом эти вопросы как-то, видимо, в обкоме партии обрабатывались с точки зрения того, что спрашивают чаще всего. Готовились, наверное, для Бориса Николаевича, я так понимаю, и ответы соответствующие. Но поскольку у него была совершенно феноменальная память, и потом, работая с ним здесь, в Москве, я в этом убедилась многократно, то когда он стоял на трибуне, сначала было небольшое вступительное слово, потом отвечал на поступившие вопросы, было ощущение, что он вообще не пользуется никаким материалом. Просто говорит, как это у меня иногда студенты пишут, шпаргалки из головы. Да? Вот примерно так же он из головы отвечал. Произвел очень сильное впечатление. Тогда на студентов они рассказывали, восторгались его знаниями, проблемами, его предложениями. Вот. И чуть позже мы встретились с преподавателем. До него таких встреч не бывало никогда. Что была за встреча? Тоже она была не во Дворце, правда, молодежи, а Дом политпросвет такой был. В зале было человек 600-700, наверное. Вот. И встреча была посвящена проблемам преподавания общественных наук. И вообще, дальше уже тем вопросам, которые есть у преподавателей, как они оценивают ситуацию в области, как они оценивают перестройку, которую начал Горбачев, какие у них есть какие-то свои социальные проблемы, может быть, хотели бы что-то там, я не знаю, посоветовать или пожаловаться на какие-то неудобства в жизни там, или в преподавании. Вот встреча тоже была довольно длительная, часа 4. Он на нас произвел, знаете, как очень энергичный, харизматичный. Он умел так, знаете, обаять не какого-то одного конкретного человека, а целую аудиторию. Вот. Как человек, знающий проблемы и умеющий предлагать решение этих проблем. И так, в общем, вел себя на трибуне очень свободно, очень раскованно. И никакой боязни его перед докторами наук, профессорами там, или доцентами не было вовсе. Поэтому произвел очень сильное впечатление. Потом он несколько раз, я помню, это выступал по телевидению. Вы знаете же, в те годы очень много было таких мероприятий, как сбор картошки, студентов отправляли, преподавали морковки, там еще чего-нибудь. Какие-то были проблемы, то дожди, то снег, то капуста замерзала. Всякое вот это. То, что сейчас практически этого нет. Извините, можно я выключу? И он как раз по этим вопросам довольно часто выступал.
Сейчас я... Так что в этом плане он человек был очень неординарный. Я не знаю других секретарей, соседних хотя бы обкомов, там, Курганский, предположим, Челябинский, Пермский, чтобы они вот использовали такие приемы в работе с населением или в своей партийной деятельности. А Такого не какая было. репутация была среди свердловцев, уральцев, ну, то есть у У Ельцина самого Ельцина среди, вы знаете, уважительное, хорошее уважительное отношение, потому что время было очень тяжелое. А я вас прерву, вставьте, пожалуйста, у Бориса Николаевича... У Бориса Николаевича, да. У Бориса Николаевича была очень такая репутация хорошая у населения. Его уважали. Потом, когда его забрали в Москву, в ЦК КПСС, он первое время работал же там руководителем строительного отдела ЦК КПСС, и только чуть позже был избран, или сначала направлен, а потом, видимо, избран первым секретарем Московского обкома. Все очень переживали, что такого хорошего руководителя забирают из области. Ну, переживали обыватели. Ну, что, неужели в Москве никого нет, чтобы можно было там назначить на руководителя такого огромного города? Почему должны обязательно брать из Свердловска? Вот были такие переживания у граждан по поводу того, что как мы теперь будем? Кто будет о нас так заботиться, как Борис Николаевич? И как прошла ваша первая встреча личная с Ельциным? Личная встреча с Борисом Николаевичем состоялась в начале февраля 90-го года. В это время Борис Николаевич был уже депутатом Верховного Совета СССР. Участвовал до этого в работе съезда народных депутатов, который транслировался там по всем каналам телевидения. Вот. Был членом межрегиональной депутатской группы. И вот как раз в этой межрегиональной депутатской группе демократами было принято решение, что Борис Николаевич должен баллотироваться на пост, а как раз подоспели эти выборы в марте 90-го года, должен баллотироваться на пост депутата Верховного Совета РСФСР с прицелом на то, что он будет избран председателем Верховного Совета РСФСР. Для того, чтобы быть избранным председателем, надо, чтобы не просто избрали, надо, чтобы избрали с триумфом, чтобы он получил большой процент голосования на этих выборах. Ну а где лучше могли бы его знать и избрать, как не в Свердловске? Поэтому вот, видимо, было принято решение его штабом о том, что он будет избираться у нас в Свердловске, депутат Верховного Совета РСФСР. Он приехал, встречался с группой, которая будет помогать ему в этих выборах. Такая группа или штаб был создан при вот как раз Уральском политехническом институте. Я там работала, мне предложили войти в этот штаб. И я согласилась с моим коллегой, с двумя даже коллегами, Александр Ильин с нашей кафедры, и еще один был Геннадий Николаевич Харин с кафедры истории партии. Мы решили, ну давайте поможем, будем работать в штабе. Может быть, будет действительно какая-то от нас реальная помощь. И это значило, что вы должны были переехать в Москву сразу? Нет. Он избирался в Свердловске. Он не постоянно там был. Он приезжал, проводил встречи с избирателями, были какие-то другие мероприятия. Потом снова уезжал в Москву и избрался в марте 90-го года, ну, с таким оглушительным успехом. Там, по-моему, процент проголосовавших был за 90%. Вот эта первая встреча в штабе и была, собственно, моей личной встречей с Борисом Николаевичем. А в штабе в Свердловске? В Свердловске, да. И какое он произвел на вас впечатление? Ну, очень хорошее, потому что вся предыдущая его биография, надо это иметь в виду, подготовила нас, всех штабистов, к тому, что человек, он, конечно, необычный, с необычной судьбой, с необычной биографией. Вот. Уже пережил плен 87-го года. Ну, как считали тогда многие обыватели, был обижен центральной властью и Горбачевым, и Лигачевым. Вот. Но у нас, знаете, в России как бы всегда жалеют обиженных и пострадавших. Вот. И поэтому у нас, в принципе, было к нему очень хорошее отношение. Он вошел в аудиторию, это было в аудитории, простой студенческой аудитории, такой динамичный, высокий. Ему еще тогда было 59 лет. Не, так сказать, еще достаточно молодой возраст для политика, энергичный очень. Вот. Выступил перед нами, рассказал о своих планах, о том, почему он здесь избирается, как он собирается проводить избирательную кампанию, какая у него программа на эту избирательную кампанию. Вот. Выступил очень неплохо. И мы, в общем, сначала его выслушали. Человек, причем он очень обаятельный. Если он хочет очень понравиться, то он умел это делать очень так, прям как артист профессионально. Поэтому, когда уже встреча прошла, мы с ним в небольшом кругу наших участников этого штаба встретились.
И я ему предложила вот от лица моих коллег, говорю: Борис Николаевич, вы знаете, мы слушали ваше выступление, оно очень неплохое, но все-таки, поскольку вы давно уже не были в Свердловске и давно не выступали тут перед большими аудиториями, давайте мы вам будем помогать по подготовке этих текстов, потому что все-таки здесь, в Свердловске, такой особенный микроклимат, особая аудитория. Надо знать местные проблемы, надо уметь как бы отвечать на эти проблемы, давать решения какие-то. Вам это будет одному затруднительно. Он, правда, мне сказал, что, знаете, Людмила Григорьевна, у меня в Москве вообще есть помощники, которые мне пишут тексты. Я говорю, помощники-то живут в Москве, а мы здесь находимся, поэтому давайте мы лучше будем помогать. Что удивило, никакого фанфаронства, какого-то, знаете, высокомерия, что вы мне тут предлагаете, я такой известный политик, хоть и опальный, но известный, очень популярный уже в то время. Нет, ничего этого не было, он так очень доброжелательно нас выслушал, сказал, давайте попробуйте. Если у нас получится какая-то совместная работа, то, конечно, я согласен. Действительно, я проблемы Свердловские и как бы настроение граждан сейчас не очень хорошо знаю. Если вы мне в этом поможете, будет здорово. И мы начали работать. Я еще раз говорю, что он не постоянно там был, он уезжал, приезжал там. Мы к этому времени следили за политической ситуацией в городе, за тем, как граждане или жители относятся к его личности, какие хотели бы задать вопросы, как на них ответить, где лучше выступить. Был же подготовлен целый план об избирательной кампании. Вот в соответствии с этим планом мы ему помогали. Тексты готовили, интервью, какие-то статьи в газету, ну и так далее. Что обычно делается в избирательных кампаниях. Угу. На полшага назад давайте отступим. Давайте. 87-й год, вот это выступление его на пленуме. В Свердловске о нем знали? Вот есть одна особенность по поводу этого выступления на пленуме 1987 года. Дело в том, что пленум был закрыт. Никто этого выступления не видел и не слышал. Доходили только отдельные какие-то, как бы это сказать, впечатления, что ли, членов ЦК об этом выступлении. Какие-то слухи, что вот Борис Николаевич выступил по поводу как бы непродуманной политики вот этого гласности, которую ведет, и демократизации, которую ведет Горбачев, что одни разговоры, дел никаких нет, в стране довольно тяжелое экономическое положение. Вот такие какие-то отдаленные как бы слухи о том, как он выступил, до нас доходили. Но главное было решение. Он же был снят, выведен из ЦК КПСС и снят с поста первого секретаря Московского горкома. А самого текста никто не видел, не слышал и не мог нормально его как бы прочитать или проанализировать. Позже, и мы, конечно, думали, что там такое было программное выступление, что там что-то необычное было сказано Борисом Николаевичем. А когда уже прошло несколько лет, я была в Москве и работала с ним, вдруг мне принесли там на стол, положили само это выступление. А вот не хочешь посмотреть, как он выступал в 1987 году? Я говорю, конечно. И прочитала, и была очень сильно удивлена. Никакое оно не было не программное. Оно действительно было критическим. Действительно, Борис Николаевич выступил с критикой в адрес Горбачева, но не обрушился, ни что там такого сверхъестественного выступления не было. Просто, понимаете, были такие традиции партийные, что выступить вне повестки дня, заранее не предупредив об этом выступлении, никакой член ЦК, в принципе, не мог. Тем более первый секретарь Московского горкома. А вот он выступил. Вот в этом был главный эффект. Эффект неожиданности и того, что он будет говорить. И поэтому мне тогда даже показалось, после того, как я посмотрела этот текст, мне даже показалось, что это не очень адекватное решение было принято по отношению к нему. Он ничего там страшного такого не сказал. Что тут, знаете, надо было снять со всех постов и потом вести такую мощную пропагандистскую кампанию против этого человека. Ну, были таковые партийные правила в то время. Понятно. Скажите, а как вы оказались в Москве? В какой момент вы приехали? А можно я вмешаюсь? Простите, вот чуть-чуть еще об этом. А как Свердловские отреагировали тогда, в 1987 году? Там что-то типа митинга или... Ну, вы знаете, в Свердловске отреагировали на выступление его на этом пленуме граждане или элита, можно сказать так, и даже граждане простые, очень болезненно. Потому что, я еще раз говорю, была развернута мощная такая пропагандистская кампания со стороны ЦК КПСС о том, что он не то говорил, неправильно и вообще критиковал и так далее. И поэтому люди очень переживали. Очень переживали. Потом был этот московский пленум, который его снимал, Московского горкома. Вот. Потом начали рассказывать о том, что он заболел очень сильно, что у него был чуть не инфаркт там, и что-то другое. Может быть, на самом деле было, я не знаю этого точно.
Но переживали, да. Были какие-то небольшие, не митинги, конечно, в то время собрать митинг было невозможно, но были небольшие пикеты, по-моему, возле здания обкома, возле политехнического института. Ну, что значит пикеты? Это 3-4, там 10 человек, может быть, не больше. Но для того времени это было уже круто. Да, это уже было как бы проявление поддержки и так далее. Но главное настроение было в городе очень такое, знаете, в умах. Ну как это так, нашего Ельцина, он так работает здорово. Не поняли, не приняли, так обидели. Мгм. Ну, отсюда росла поддержка. И вы попали в Москву. В Москву немножко неожиданно. Пока шел съезд начался, по-моему, в мае 90-го года, шел очень долго. Съезд, который избирал председателя Верховного Совета. Избрание было просто мучительным. Там было несколько претендентов на этот пост, голосовали несколько раз. Мы все это время продолжали работать в Свердловске преподавателями, но постоянно летали в Москву. И в Москве работали и писали его выступления. Нас заменяли наши преподаватели, читали за нас наши лекции. Ректор института все это понимал и отправлял нас, отпускал. И мы, по сути, половина времени, вот вместо того, чтобы работать, были в Москве. Мы здесь работали с Борисом Николаевичем. Ну, не мы одни, конечно, там работали и Геннадий Эдуардович, и Шахрай Сергей Михайлович, и многие другие депутаты. Вот. Но после того, как съезд завершился, и Борис Николаевич уже был избран председателем, он пригласил нас к себе и сказал, что, знаете, давайте мы с вами продолжим работу, потому что, как он выразился, ему с нами работать было удобно, мы его, так сказать, понимали, чувствовали, и предложил нам всем троим переехать на работу в Москву. Единственное, что вот я, например, попросила, чтобы он дал мне время подумать, во-первых, потому что в Москву я не собиралась ехать, у меня не было никакой необходимости, у меня было все в Свердловске налажено достаточно хорошо. Потом у меня была семья, муж, проректор университета, и зачем мне туда ехать? Ну, он сказал, хорошо, ладно, думайте до сентября, это было где-то в июле месяце, по-моему, он предложил, думайте до сентября, но в сентябре позвоните все-таки, поедете или не поедете. Ну, вот мы дома посоветовались и решили все-таки да. Не из-за каких-то там, я не знаю, шкурных обстоятельств, или так уж хотелось в столицу попасть, нет, ну, просто хотелось помочь. Вот где-то в сентябре месяце мы все трое были уже в Верховном Совете РСФСР и работали сначала как специалисты-эксперты, там такие были должности, а потом уже, когда переехали в Кремль, работали в Кремле как референты президента. Называлась все это группа спичрайтеров. Мгм. Ну, то есть вы писали тексты. Да, мы писали. Расскажите, как это происходило? Вообще все окружение Бориса Николаевича, начиная от первого помощника Илюшина Виктора Васильевича и вплоть до хозяйственников, понимали значение этих текстов, выступлений президента, и поэтому помогали нам всячески в плане размещения недалеко от президента. Вот, например, когда мы сидели в Белом доме, работали, у нас кабинет был прямо рядом с кабинетом Бориса Николаевича, чтобы как можно быстрее можно было там показать текст, что-то исправить, там, уточнить какие-то детали. Потом, когда мы переехали на Старую площадь на несколько месяцев до развала Советского Союза, это был уже 91 год, тоже нам создавали все, в общем, необходимые условия. Ну и также в Кремле. Борис Николаевич сам был очень, в принципе, хорошим оратором. Когда он работал в Свердловском обкоме, ему, конечно, помогали писать тексты и помощники, но очень много работал он сам. Вот мне рассказывал Илюшин, рассказывала Наина Иосифовна, что он там по ночам тексты писал. Он слову и вообще выступлению придавал очень большое значение, очень большое. И поэтому в первые месяцы, когда у нас шла вот такая притирка в подготовке этих текстов к тому, что он хочет, нам было работать довольно сложно, да практически все 10 лет. Мне повезло в том, и моим коллегам, что мы видели на протяжении этих 10 лет президента разного. Во-первых, мы видели его еще будучи достаточно молодым, энергичным, таким, знаете, харизматичным, еще здоровым, он еще не болел, как в последние годы. И он в этом плане, в плане текста, был очень требовательным человеком.
приходилось некоторые тексты переписывать по нескольку раз. Ну, я не знаю, там по 10-15, например. Вот, то есть были такие ситуации. Мы, допустим, готовили какой-то текст, предварительно с ним обговаривали, что бы он хотел сказать. Но бывали иногда такие интересные моменты. Шла же очень острая политическая борьба в это время с коммунистами, с разными фракциями съезда. Надо было выступать, так сказать, на острие этой ситуации. И мы говорили: Борис Николаевич, вот сейчас будет выступление на съезде, что вы хотите там как бы сказать и какие идеи вы хотите озвучить. Иногда он говорил нам так: а вы сами подумайте, что я должен в этой ситуации сказать. Так, все поняли. Значит, что надо самим подумать. Мы уходили, там думали, советовались, писали какой-то текст, приносили. И у него была такая привычка, он на правый угол стола мог положить этот текст и говорил: ну хорошо, идите, продолжайте работать. Потому что, понимаете, он очень не любил скучные, занудные тексты, в которых много всяких клише каких-то, знаете, вот таких стандартных предложений. Ему всегда надо было быть ярким, чтобы, во-первых, поняли хорошо, во-вторых, чтобы текст был убедительным, чтобы он сам был убедительным на трибуне, чтобы были какие-то нетривиальные фразы, чтобы были какие-то яркие такие, текст вызывал яркие эмоции, что, может быть, аплодировали. Но половина съезда было коммунистов, что-нибудь там аплодировать. Вот зашипеть они могли, но уж аплодировать-то, простите, уж не заставишь. Но, тем не менее, он все-таки добивался от нас такого яркого эмоционального текста какого-то, да, выступления. И поэтому он оставлял его на углу, говорил: идите, работайте. Мы продолжали работать, приносили новый вариант, еще один. И когда доходило там до 5 или 6, я уже звонила и говорила. А у нас была с ним прямая связь. Я ему говорю: Борис Николаевич, знаете, лучший враг хорошего. Давайте-ка вы смотрите наш текст, если будут какие-то замечания или пожелания, тогда мы начнем его дорабатывать. Потому что, знаете, есть такая практика. При совершенствовании текста начинаешь выбрасывать. Так, что ты я тут написал какую-то бредятину, там выбрасываешь ее, да? Конструкция вся ломается. Потом уже до того засушиваешь его, что там не о чем говорить, собственно говоря. Он превращается в тезисы. Ну, то он мог сказать: ну ладно, да, давайте я посмотрю и приглашу вас. Потом начиналось уже работать с ним конкретно над этим содержанием, над этим текстом. Но бывали случаи в каких-то острых моментах, например, когда он говорил: так, текст абсолютно не нравится, я с нее не пойду, пишите заново. Вот я помню, подписывали такой договор. Ну, была же опасность того, что Россия может быть развалиться на какие-то отдельные части, на регионы. Активно, помните, выступали там националисты в Татарстане, требовали там самоопределения и прочее. И вот было подписание соответствующего договора между всеми федеративными, вернее, республиками и всеми областями Российской Федерации. Вот собраны были в аудиторию в огромном зале в Кремле представители всех регионов, и надо было выступить вступительным словом перед подписанием этого договора, федеративный такой договор. И текст, который мы написали, нам казался он очень даже неплохой и так далее. Он сказал: я с ним не пойду. А до выступления полчаса. Ну, или он поздно его посмотрел, или он вызвал у нее какие-то такие эмоции, что такая скукотища, что я с ним не пойду. Надо было сказать что-то яркое, может быть, из истории России там и так далее. И мы за полчаса его полностью переписывали. Ну, были и такие моменты. Были, конечно, даже не ошибки, а были курьезные случаи с нашей стороны. В первое время, когда мы начинали с ним работать, мы вообще пользовались машинкой. Вот сейчас, когда, например, мы пишем тексты, я работаю в Совете Федерации, да и все спичрайтеры, работающие в Кремле в том числе, есть компьютер, есть интернет, можно любую информацию достать, проверить свои знания, правильно ли я это написал, когда состоялось то или иное событие. Тогда у нас ничего этого не было. Мы писали только на основе того, что мы сами знали, и печатали еще и на машинках. Ну, поэтому, например, в 1992 году, когда шел съезд и предлагалась новая экономическая политика и реформа, которую должен был осуществлять правительство во главе с Гайдаром, мы, Борис Николаевич, видимо, опасаясь, что все-таки экономических проблем мы, наверное, не очень знаем, может, мы что-то не так напишем, он поручил 2 группам работать. Вот мы здесь были в Белом доме, работали с моими коллегами, а на даче, по-моему, в Жуковке, на даче Гайдара, работала группа под руководством Бурбулиса Геннадия Эдуардовича. Они тоже писали текст. Мы свой текст написали, а девочки на компьютерах его уже только появились огромные, эти мощные, большие компьютеры. Только его набрали, но
работали еще неважно, и компьютеры не очень хорошо знали, они какие-то при переписывании отдельные куски не сохранили. Самый главный там кусок в тексте был о том, что начинается экономическая реформа и объявляется политика либерализации цен, то есть цены отпускаются. Да? Ну и некоторые другие пункты. Вот этот самый заглавный абзац девчонкам не удалось сохранить. Текст мы весь распечатали, отдали Виктору Васильевичу Илюшину, который поехал и повез его к Борису Николаевичу. Мы ждем. Ну, обычно Илюшин, вы знаете, он всегда перед тем, как передать текст, читает, сам просматривает. Но тут, видимо, было все это в спешке. Он не успел посмотреть. Через 2 часа звонит, я возвращаюсь, никуда не уходите. А было уже довольно поздно. Приезжает весь черный. Если вы видели Виктора Васильевича, то заметили, что у него волосы черные, брови густые такие черные, глаза черные. А тут он зашел к нам в кабинет вообще весь черный, лицо все черное. Думаю, боже мой, что там такое случилось? А он нам говорит: ребята, вы что там написали в тексте? Мы говорим: да, все, что предлагали, потому что какие-то материалы для подготовки этого выступления нам передали экономисты из группы Гайдара. Мы все написали. И он нам достает 2 или 3 страницы замечаний, которые Борис Николаевич дал ему по этому тексту. Ну, я думаю, так разговор там был такой мужской, потому что нам Виктор Васильевич сказал: так, ребята, я записал за Борисом Николаевичем все замечания, но поскольку они были произнесены в довольно жесткой форме, я все это перепечатал на листочке, уже в таком более-менее деликатные выражения уже там были. Мы прочитали и ужаснулись, конечно. Мы просто вот самую главную идею этой экономической реформы, мы ее, в общем, выпустили из текста, она у нас исчезла. И, в общем, было очень неловко, мы очень переживали, но ничего не сделаешь, пошли в буфет, напились кофе, там как следует, и всю ночь писали новый текст. И вот в этом соревновании все-таки, как-то сказать, сейчас Олимпийские игры, да, мы победили, потому что Ельцин пошел выступать с нашим текстом на трибуну, не с текстом, который там писала эта группа, вторая конкурирующая, а с нашим текстом. Но такие были вот, один такой момент был. Больше мы таких грубых ошибок, конечно, не допускали, 20 раз перечитывали, чтобы у нас ничего там не исчезло. А расскажите, как творческий процесс шел? Вы, как Ильф и Петров, сидели, несколько человек, вы что-то обсуждаете, или кто-то один пишет, а остальные консультируют? Как это было? Да, нормально, продолжаем. Нормально, дальше идти. Знаете, у нас в группе было сначала 2 человека, нет, 3. Гена у нас, к сожалению, Геннадий Николаевич Харин, царство ему небесное, очень рано умер, потому что были нагрузки просто чудовищные. Он заболел раком, и несмотря на то, что мы его отправили в Австрию, ему там не помогли. И мы остались с Александром вдвоем и начали приглашать людей. Мы пригласили еще 2 человек из бывших выпускников Московского университета, историков. Один работал, Константин Никифоров работал в Институте славяноведения и балканистики, они оба, собственно, и Кадацкий Владимир. Вот мы пригласили этих ребят, они согласились с нами работать, и нас было 4. Для сравнения скажу, что сейчас, например, если вы посмотрите штатное расписание спичрайтеров нашего президента, там около 40 человек. И несколько отделов. Отдел там по текстам по внешнеэкономической деятельности, вернее, по международным проблемам, по внутренним проблемам, ну и так далее. Нам приходилось писать обо всем. Как мы работали? Конечно, сначала мы садились и обсуждали саму структуру текста и идеи, которые там должны прозвучать, прежде всего. Ну, могли пригласить консультантов, поскольку, я еще раз говорю, интернета не было, ничего этого не было в то время, поэтому приходилось приглашать людей, знающих эти проблемы. Мы пользовались, конечно, консультированием и сотрудников академических институтов, приглашали депутатов, которые вот варились во всех этих проблемах, они нам некоторые какие-то идеи подсказывали. Обсуждали с помощниками, у нас были очень толковые, умные помощники, практически все кандидаты или доктора наук, поэтому мы с ними обсуждали эти проблемы, и потом начинали писать. Могли разделиться, предположим, на части разделить текст, разделиться, кто какую часть пишет. Могли одну и ту же часть писать, каждый свою, а потом все это объединяли и выбирали лучшее. Вот, например, в 1994 году, когда выводили наши войска из Берлина, и были там известные события по выводу, и Борис Николаевич, так сказать, там дирижировал оркестром, как вы помните, мы к этому событию очень готовились. Очень готовились. Ну, мы знали заранее, что будет
будут такие мероприятия. Поэтому мы не просто там посмотрели внимательно историю, мы пригласили журналистов, которые работали на фронтах Великой Отечественной войны, они еще были тогда живы. Мы пригласили авторов монографий, которые писали по Великой Отечественной войне, писателей, которые писали. Нам надо было поймать, понимаете, вот тот дух, как бы вот из этих репортажей, которые они писали, слова, может быть, какие-то, которые нам пригодились бы в тексте, потому что эпоха неумолимо уходит, и забывается много из того, что было, и слова совсем уже теперь другие. Вот мы очень много с ними работали, они очень нам помогли. Мы даже внимательно изучали выступление Сталина в 1945 году на Параде Победы. Его выступление в 1941 году на этом параде, когда войска уходили уже прямо на фронт. Вот мы посмотрели, собственно, газеты даже того периода. И потом уже окончательно писали текст. Там была такая командировка в Берлин, что выступлений было очень много. И в Трептов-парке, и в берлинской мэрии там перед депутатами и жителями Берлина. Ну, очень много. Выходов в прессе. И объем работы был огромный. Ну, вот так мы готовились к этому выступлению. Ну, как сказали нам потом журналисты, выступления были очень хорошие. Угу. А Борис Николаевич, когда он правил текст, он реально правил текст? То есть он предлагал какие-то конструкции языковые, или он просто говорил, ну вот здесь мне что-то не нравится? Нет. Было и то, и другое. Когда он смотрел текст, бывало так, что что-то мне тут вот не нравится. То есть, понимаете, когда ведь вот публичный текст, и выступление идет, и ты пишешь какой-то текст, надо прочитать ему самому сначала громко. Вот если ты читаешь свой текст, и на третьем предложении ты засыпаешь сам, как автор, ну, тогда в аудитории что еще можно ждать? Поэтому бывали такие, когда он говорит, так, что-то тут вообще и логики нет, и что-то вы тут написали, я вообще такие слова не произношу. Были слова, кстати, которые он просил нас не вписывать. Первое слово, которое мы записали в этот маленький словарик, было такое «осуществлять». А поскольку это шел период реформ, то все надо было осуществлять. И осуществлять государственное строительство, и осуществлять экономическую реформу. Мы сначала не поняли, да, такое простое слово, а чего? А потом, когда вдумались, в нем столько шипящих и свистящих звуков, он нам сказал, убирайте это слово, и оно у меня застревает в зубах. Ну, пришлось убрать. Кстати, между прочим, словарик был небольшой. Там всего, может быть, слов 10, которые его не устраивали, не нравились, и мы их не использовали в текстах. Но бывало, когда он читал текст и правил конкретно, вставлял какие-то слова, целые предложения. Были тексты, которые, короткие, предположим, какие-то выступления или реплики, которые он просто переворачивал страницу и на чистой стороне писал сам все, что он хотел бы сам сказать. Грамотно писал? Грамотно. Коряво очень, какие-то буквы кривые такие все время были, но писал очень грамотно. Очень, да. Но он же еще советскую школу закончил, там грамотность вбивали в голову хорошо. А поделитесь, какие еще слова? Нет, знаете, я уже не помню теперь. Ну вот, например, знаете, я расскажу вам историю, как мы готовились к поездке в Штаты после событий вот 91 года, после того, как развалился Советский Союз. Летом 92 года мы были с ним в Соединенных Штатах. Он должен был выступать в Конгрессе и выступал в Конгрессе США. Были встречи с руководством. Тогда был Буш-старший во главе. Была очень интересная поездка. Перед этой поездкой мы посмотрели все тексты, которые у нас были в руках, которые мы смогли достать через наше Министерство иностранных дел. Это тексты тех, кто выступал до Бориса Николаевича. Выступал Гавел, например, да, президент Чехословакии. Вот, выступал президент Польши, ну и многие другие. Мы, посмотрев эти материалы, послушав, собственно говоря, там реакцию, там всегда пишутся ведь аплодисменты, встают, не встают, мы учитывали примерно стилистику того, как должен выступать президент. Очень долго работали над этим текстом. Потом уже полетели в Штаты. Борис Николаевич пригласил меня в салоне в свой отсек, где он располагался. Включили монитор, и он стал мне на мониторе показывать, как вот выступали эти лидеры как раз в Конгрессе США. И была придумана такая схема его появления. Дело в том, что зал Конгресса имеет несколько входов и выходов. Один главный,
как бы в задней части входит, допустим, выступающий, по обе стороны сидят конгрессмены там, от Демократической республиканской партии, да, вот. А впереди трибуна, и там уже те, кто за столом, те, кто ведет, собственно, само заседание. Есть входы боковые с двух сторон. Когда ты выходишь сбоку, ты просто подходишь к трибуне, встаешь и начинаешь выступать, и все, и ничего такого не происходит. Тебя никто не видел, откуда ты вынырнул. Но Борис Николаевич, да, и там еще балконы такие. А Борис Николаевич предложил, что он будет выходить через основную дверь, пройдет по этому проходу, его увидит, он, может быть, с кем-то, кому-то пожмет руку, с кем-то поздоровается, кто-то его там похлопает по плечу или еще как-то. И только уже, когда его все увидят, он подходит тогда к трибуне. И это было очень правильно. Когда мы прилетели в Соединенные Штаты, разница большая, там 10, 11, 12 часов по сравнению с нашим временем. Все пошли отдыхать, смотреть там Вашингтон и так далее. А мы, в общем, засели за текст уже с переводчиком. Я вот не знаю даже сейчас, жив ли он или нет, но был такой, у него очень интересная фамилия, вы будете сейчас улыбаться, Владимир Факов. Но очень опытный переводчик, очень опытный. Вот мы с этим Володей Факовым всю ночь компоновали текст так, чтобы, во-первых, исключить слова, которые все равно трудно перевести или не могут быть использованы в тексте в англоязычной аудитории. Потом в это же время работал с нами президент. Потом Факов нам посоветовал: ребята, вы разбейте текст на несколько абзаций крупных, связанных с какой-то идеей или с каким-то предложением, или с воспоминанием, или еще с чем-то, чтобы и закончить этот абзац какой-то эмоциональной фразой, чтобы Конгресс встал. Потому что там есть такая традиция. Если вы видели, как президент США зачитывает, например, оглашает свои послания ежегодные, то там бывает так, что аплодируют по 50 раз, а встают там 15 раз, например. Да? Там очень такая подготовленная эмоциональная аудитория к тому, чтобы слушать такие тексты. И мы действительно разбили этот текст на 11 или 12 вот таких абзаций крупных. Каждый из них заканчивали какой-то эмоциональной фразой и примерно знали уже, сколько раз поднимется Конгресс, когда будет выступать Борис Николаевич. Володя Факов очень хорошо все перевел, убрал то, что не будет воспринято, наоборот, как-то мы поменяли немножко там слова. И в этот день вот такие, в общем, такие, знаете, полусонные какие-то там поползли на это заседание, потому что мы размещались на балконе, потому что нам было важно видеть все-таки, как правильно мы сработали или нет. И действительно, он прошел по центральному входу, его останавливали, кто-то жал руку, кто-то похлапывал по плечу. Некоторые держали даже вот эти, знаете, вырезки из газет, фотографии, когда он там на танке стоит в 91 году. То есть для них, вообще-то говоря, он был герой, так скажем, да. Потом он прошел к трибуне, и вот сколько раз мы запланировали, что он встанет, Конгресс встанет, столько и было аплодисментов. Закончилось все очень успешно, удачно, пресса была хорошая, вот, но досталось нам это тяжело, конечно. Людмила Григорьевна, постарайтесь на меня, пожалуйста, смотреть. А я на кого, на других? Окей, поняла. Можно я попью, а? Давайте сделаем тогда паузу, перезарядку. А расскажите, насколько серьезно Ельцин относился к построению собственного образа? У Бориса Николаевича на самом деле не было никаких имиджмейкеров. Некоторое время с ним работали, мы пригласили, с ним работали ребята из Никола М. Есть такая компания, которая Игорь Минтусов ее возглавлял, и Катя Егорова, и сейчас она существует. Но, понимаете, они работали каким образом? Они приносили ему замеры общественного мнения или материалы фокус-групп, которые они проводили по поводу президента, отношения к нему, там, ну и так далее. Да. Давали некоторые рекомендации. Но в целом имиджем он занимался сам. В одежде он так, человек был очень консервативный. Главное, чтобы был хороший костюм добротный, хорошие галстуки. Он как-то мне похвастался, что у него 365 галстуков. Ну ладно, где они размещаются? Но вот, тем не менее, у меня много галстуков. Ну ладно, хорошо. Вот. Всегда начищенные ботинки. Был очень педантичен с точки зрения того, чтобы не опаздывать, чтобы работать точно по графику. Совершенно не выносил никаких опозданий. Вот, приходил всегда точно, даже пораньше, допустим, на какую-то встречу, да, или там, в поездках, например. Особенно на это обращалось внимание. И очень не любил тех, кто опаздывает.
Что касается имиджа. Вы знаете, для него было важно, чтобы, вот как это ни странно может показаться, но если вы посмотрите съемки тех лет, ему было важно, чтобы он был хорошо причесан, хорошо подстрижен и причесан. Волосы были хорошие, такие, в общем, крепкие. У него был свой парикмахер, который с ним работал. Вот этому уделялось такое серьезное внимание. Все остальное, все остальное как бы по ситуации, я бы так сказала. Где-то уже в конце его президентского срока, второго срока, мы все заметили, что он, конечно, с возрастом стал хуже видеть. Мы никогда у него не спрашивали, вам увеличить шрифт в тексте или не увеличить. Но мы просто стали замечать, что он щурится, что ему тяжело читать. И мы добавляли там что-то по тексту, увеличивали размер букв. А потом спрашивали Коржакова, ну как? Вот лучше, вот я там вижу хорошо, потому что он не носил очки. В конце его президентского второго срока мы пригласили вот тех же николовцев, Никола М. Говорим, ребята, давайте мерить очки. Начинается такая мощная избирательная кампания 96-го года, еще в 96-м это было. Приносите нам очки. Давайте мы попробуем, как он выглядит в очках. Они нам принесли целую груду самых разных очков, чтобы можно было читать текст спокойно и не печатать вот такие огромные там буквы. Да? Вот. Но ничего не получилось. У меня где-то даже сохранились эти фотографии. Он не мог сидеть в очках, он не видел себя в этих очках. Когда сфотографировали, принесли особенно фотографии, ему было все неудобно, очки неудобные, он, в общем, какой-то, видимо, казался себе старым, что ли, в очках, я даже не знаю. Ну, в общем, такой плейбой, никаких очков. Так он их никогда не одевал. Он надевал их, знаете, уже где-то в последние годы своей работы, но и то, допустим, там на теннис, когда смотрел там игру теннисистов, где-то на стадионе там или еще где-то, дома, может быть, читал в очках, но публично он у них так и не появлялся никогда. А поделитесь с нами фотографиями этими? Ну, могу, да. Потому могу что дать. это очень интересно было бы. У вас вообще есть какой-то архив? Ну, конечно. Конечно. Потому что наверняка у вас есть что-то уникальное, чего у нас нет. Есть. Есть копии там документов, но тем не менее. Вот. Ну, потом, знаете, вот я вернусь снова к текстам. В 92-м году или в 93-м году к нам приезжал сюда Вацлав Гавел. Был прием, мы еще работали, приходит Борис Николаевич и говорит, зайдите ко мне, Людмила Григорьевна, я к нему захожу. Он мне говорит, вы знаете, как сегодня интересно выступил Гавел. Я пришел на прием вот с этими листами текста, тоста. А Гавел из внутреннего кармана достал такие карточки и очень так аккуратно все это прочитал, и куда-то их опять положил. И я у него, говорит, даже попросила эти карточки. Он мне передал эти карточки. И правда, такой, знаете, размер где-то, может быть, 20 чем-то, 25, предположим, на 17. Они по размеру, точно по размеру кармана внутреннего. Коржаков нам померил все эти внутренние карманы. Они, кстати, у разных пиджаков разные. У отечественных одни, у импортных пиджаков другие. Вот. Мы приготовили бумагу такую, чтобы она была не картоном, чтобы она не блестела и не бликовала при свете. Есть такая бумага Верже, если кто-то знает. Она как бы полукартон такой, да? Потому что если будут толстые картонные карточки, то они ни в какой карман не войдут. И вот мы до последнего времени работали вот для небольших текстов на митинге, на приеме, там еще где-то. Вот готовили такие маленькие карточки. Надо сказать, что в период его президентства очень много было заложено традиций, не только в преобразовании государства, естественно, но и даже в нашей работе много было заложено того, что сейчас активно используется. И президентские спичрайтеры, и спичрайтеры премьера, и Государственной Думы, и у нас в Совете Федерации, из того, что тогда было заложено. Например, в тексте в основном тексты были небольшие. Печатали мы их на небольших, не А4 листах, а А5, чтобы это было удобно. Во-вторых, мы, например, в некоторых предложениях выделяли жиром по нескольку слов. Это так называемые эмоциональные смысловые выражения. То есть там, где надо сделать ударение на какой-то фразе в самом предложении. Много там всяких таких фишечек, которые мы вместе с ним придумали и которые использовались. Когда он выступал, например, на параде в честь Победы, и сейчас это используется, мы ламинировали тексты. Потому что это открытая площадка, может подняться ветер, и все листки улетят. Мы их ламинировали с двух сторон, да, в бумагу такую прозрачную, и формировали как книжку.
И вот с этой книжкой, и сейчас президент так выступает с этими текстами вот ламинированной бумагой покрытой. Потом, вы знаете, вот, например, для того, чтобы написать текст на параде 40 по случаю окончания войны, это довольно кропотливая, сложная работа, потому что Красная площадь, она очень небольшая и закрыта со всех сторон, ограждена как бы зданиями. Напротив ГУМ, слева музей, тут храм Христа Спасителя, там Кремлевская стена. И поэтому, когда оратор там выступает, то надо делать между предложениями небольшие, он, во-первых, пафосный текст, надо делать небольшие паузы, потому что пока звук летит до какой-то стены и возвращается назад, должно пройти небольшое время, чтобы, понимаете, был все-таки понятный текст, а не просто какое-то громыхание непонятное вообще. То есть вот это все учитывалось, и все это мы как бы просчитывали примерно, как это произойдет, как это будет удобно и неудобно не только ему, но и слушателям. Я хочу к имиджу вернуться. Вот вы про внешний вид сказали. Имиджем в основном занимались дочери и Наина Осиповна. Они подбирали рубашки, они подбирали галстуки, они подбирали вместе с ним костюмы, ботинки и так далее. Я хотел услышать от вас про его понимание того, что режиссура и продумывание каких-то эффектов, что он к этому относился серьезно. Очень. Вот к тому, чтобы не просто ярко выступить, но выступить так, как он мог бы выступить, скажем, как на театральной сцене, чтобы это произвело впечатление, был достигнут определенный эффект. Он уделял этому много внимания, особенно, скажем, в поездках. Вот пока Борис Николаевич был президентом, он по нескольку раз объездил все регионы Российской Федерации. Было очень много международных поездок. Поэтому, конечно, план этих поездок выстраивался таким образом, чтобы действительно он мог встретиться с разными аудиториями, везде, так сказать, достаточно уверенно, хорошо выступить, произвести впечатление. Вот часто хотя бывали импровизации. Например, проезжали мимо какого-то магазина, да, по какому-нибудь, городу Туле, например, или еще где-нибудь. Он останавливал машину и заходил в магазин. И это тоже составляющая имиджа. Там все в растерянности, зашел президент, что такое там, где наши продукты, где товары, все, поднимайте на прилавок. Вот, то есть мог зайти в какую-то школу, детский сад, еще в какое-нибудь учреждение. Это все, кстати, как бы не просто так, это все продумалось. Это не спонтанность, это не непредсказуемость, как все время тогда писали. Да, вот непредсказуемый Ельцин. Нет, все это предсказуемо, и все это просчитывалось им самим. И вокруг помощниками, которые с ним работали. Все было направлено на то, чтобы его имидж президента, энергичного, там, я не знаю, и так далее, все это, чтобы производило впечатление соответствующее. А расскажите про тот день, когда он вышел из партии. Как он к этому готовился и как это все? Я думаю, что этот день, когда он выходил из партии, лучше расскажет Бурбулис, потому что он с ним это обсуждал. Мы писали текст. А вы знаете, он рассказал, но да? Нам для того, чтобы рассказать историю, нам нужно несколько голосов. Но сам сценарий они придумывали с Борисом Николаевичем. То есть он не просто должен был выступить и уйти за кулисы. Он должен был пройти через весь зал. И выйти, если кто-то был в Кремлевском дворце, вы, наверное, были там на концертах, сейчас это концертная площадка, а раньше там проводили съезды. Надо было пройти так, чтобы все вокруг его видели, и ему важно было увидеть реакцию зала. Вот он пройдет по этой, они обсуждали, я однажды присутствовала на таком обсуждении, он пройдет по этому проходу, выйдет в дверь там, да, через весь зал, что он услышит? Шипение со всех сторон, поддержку, наоборот, аплодисменты или наоборот, там, ногами будут топать. Понимаете, ему это было важно, какое все это произведет впечатление. И кроме того, продумывалось всегда, какая будет телевизионная картинка. Это же будет показывать, какая будет телевизионная картинка. Телевизионная картинка должна быть впечатляющая всех. Она могла быть только такой, если он пойдет через весь зал. А если он просто уйдет с трибуны куда-то в бок, в дверь скроется, тут ничего интересного не покажешь. Вот еще в то время не уделялось такое внимание тому, как это будет показано по телевидению, но он уже это понимал хорошо. И поэтому такой сценарий был выстроен. Он зачитывает свое заявление, что он в силу каких-то причин и обстоятельств выходит из партии, спускается. Уже ропот в зале, уже кто-то аплодировал, кто-то топал, шипение, все на свете. Там разные были эмоциональные реакции среди сидящих в зале. Но он спускался вниз и так, с достоинством, с прямой спиной выходил из этого зала. А давайте про Берлин поговорим. Вот вы упомянули про дирижирование.
Расскажите, пожалуйста, про вот это совместное письмо помощников. Помощников. Знаете, это был в его биографии, вообще, это был же 94 год, после событий 93 года. Совершенно очевидно было, что после событий 93 года, которые произошли, после того, как сформировалась новая Государственная Дума, прошли выборы, Совет Федерации, Борис Николаевич, наверное, так решил, что он в этом плане, вот в государственном строительстве уже очень много сделал. Но если не все, то много. И дальше у нас сложилось такое впечатление, что ему как-то стало скучновато. Что еще делать-то? Чем еще заниматься? У него было много международных визитов, он ездил. Но в целом у него создалось такое впечатление, что уже очень много сделано, и как бы, ребята, предлагайте, что дальше. Какие дальше будут у нас реформы или события какие-то. Вот. И мы когда, вы знаете, когда ездили, я отвлекусь немножко, мы ездили когда в Америку, летели в самолете, его соединили с Солженицыным. Солженицын тогда жил в Вермонте, в Соединенных Штатах. Он поговорил с ним, говорил Борису Николаевичу о том, что хорошо, что вы сюда едете, дал, видимо, какие-то советы. Вот. А потом с ним очень коротко, на коротке поговорил, видимо, когда просто соединял с Борисом Николаевичем Виктор Васильевич Илюшин. И спросил, видимо, Солженицына о том, как у вас впечатление вообще о политической карьере Бориса Николаевича. И Солженицын произнес очень точную фразу. Да, реформатор, все хорошо, но русский, слишком русский. Президент. Вот в этом русский, слишком русский было как раз то, что нас в тот период очень сильно беспокоило. Мы видели, что вечером к нему приходил там Александр Васильевич, какие-то еще там из службы безопасности генералы. Они могли там по рюмочке выпить. Все это понятно, расслабиться. Много было тяжелой работы до того. И когда мы в Берлине увидели вот это дирижирование, хотя мы были в кортеже, но я-то как раз вернулась в гостиницу, я этого не видела. Я видела уже только по телевидению. То стало, конечно, очень обидно, что, ребята, мы такие ведем преобразования, Борис Николаевич, и столько работаем, и вы тоже, и мы все вместе, вся его команда. И что же вы так со своим здоровьем-то вообще? Не бережете себя совершенно. Тем более, что он человек-то был вообще не очень здоровый, надо сказать, что у него были и сердечные всякие дела, там приступы, как вы знаете, и прочее. Приехали мы из Берлина вообще в совершенно удрученном состоянии, очень расстроенные. Пошли к Коржакову и говорим: Саш, ты скажи Борису Николаевичу, что это такое? Он говорит: а что я буду говорить? Я им все время говорю: вы давайте вот что-нибудь скажите или напишите. Правда, давайте напишем. И мы, несколько помощников, написали письмо. Писал главным, тем, кто занимался этим письмом, был Костиков Вячеслав Васильевич. Он тогда был пресс-секретарем. Он, в принципе, очень талантливый человек. У него даже есть какие-то повести, и журналист он хороший. И он написал письмо, но письмо очень деликатное, я бы вам сказала, что вот Борис Николаевич, если кто-то читал, вот он подтвердит. Мы очень переживаем, что вы не бережете себя, еще впереди много работы, там, возможен новый срок президентства и так далее. Очень-очень деликатное. Но сам факт, что помощники что-то написали, видимо, его очень сильно задел, потому что не сразу передал Коржаков это письмо, через какое-то время только он сообщил ему, что Борис Николаевич в какой-то поездке, даже в самолете, а вот помощники вам написали письмо. Ну, какое письмо? А вот мы прилетим, я вам его покажу. Уже там что-то такое, что они там могут мне написать? Прочитал и рассердился страшно. У нас там было несколько человек, по-моему, человек 7, я уже теперь не помню. Вот. Но что касается меня, то меня тут же вычеркнули из очередной поездки в Штаты. Надо было тоже, там какой-то был визит, все было подготовлено. Мы летели, по-моему, на заседание сессии Организации Объединенных Наций. Вот вычеркнули меня сразу так, написала письмо, все вычеркиваем. Кто-то еще там как-то там пострадал, в кавычках, потому что иногда пишут незнающие люди, что всех уволили, никого не было, ничего подобного. Никого не увольняли, все остались на месте, но он запомнил. Иногда мне приходилось ему все равно звонить по телефону, но трубку он не брал. Это было летом. Мы вернулись из Берлина где-то в июле, значит, вот
на грани июля-августа мы написали это письмо. И только 1 февраля следующего года, когда у него был очередной день рождения, я ему позвонила, чтобы поздравить. Ну, прошло полгода, видимо, он немножко уже успокоился. И я его говорю: я поздравляю вас с днем рождения, там желаю то-то-то. И он мне вдруг говорит: а зачем подписали письмо? Я уже забыла о нем. Я говорю: какое письмо? Ну как это, вы же мне написали там письмо. Вот я ему тогда объяснила, говорю: а почему не сказали? Я говорю: Борис Николаевич, вы знаете, есть такие моменты в отношениях между людьми, когда сказать сложно, трудно, глядя в человека. Лучше написать, чтобы он прочитал и подумал. Потому что, когда пишешь, это уже, ну, как это сказать, это последнее, что ты пытаешься сделать, чтобы достучаться до этого человека. Ты ему пишешь. Говорить можно, знаете, очень много, но человек не слышит. А вот написать – это уже, так сказать, наш последний крик был по отношению вот к тому, что произошло в Берлине и что мы испытали. А само письмо не сохранилось? У меня нет, оно в архиве. Оригинал в смысле? Ну, я думаю, у кого-то есть, но вообще текст опубликован. Да-да, Да, текст он я понимаю, но опубликован, но я у имею в меня виду нет. сам артефакт. Нет, у меня нет. Мгм. И он мне тогда сказал, говорит: да, вы знаете, я не подумал, что написать может быть действительно в каких-то ситуациях легче и лучше, чем просто сказать. Ну и все, тема была закрыта. После этого он уже нормально мы общались, он брал трубку, я ездила в составе спичрайтеров. А Всё почему нормально. через Коржакова передавали письмо, если вы общались, в принципе, напрямую? Ну, понимаете, потому что когда приехали из Берлина, он отдыхал. Ну, как отдыхал, там неделю, по-моему, он где-то с врачами общался, неважно, себя чувствовал там и все такое прочее. И поэтому мы передали через Коржакова. Просто мы не могли лично ему передать. Понятно, да. А как изменилась ваша работа в 96 году на фоне падения рейтинга, вот, предвыборная кампания? Ну, это один из самых тяжелых периодов в нашей работе и в жизни самого Бориса Николаевича, потому что накануне выборов рейтинг был совсем там 2 или 3%, я уж теперь не помню, но совсем маленький. Экономическая ситуация была очень тяжелая, был составлен очень напряженный план самой избирательной кампании, очень напряженный. Было очень много поездок, необычайное количество. То есть было, например, иногда бывало так. Утром мы вылетаем в Санкт-Петербург, у него там встречи, у него там выступление на митинге, мы возвращаемся, и следующим утром мы уже вылетаем, допустим, в Екатеринбург или в какой-то другой город. Нам даже пилоты из президентского самолета так сказали: ребята, мы вообще это можем оформлять на вас пенсию, потому что вы столько налетали только в качестве пассажиров, что вы можете уже уходить на летную пенсию. Очень много. Текстов было написано нами где-то около 500 текстов вот в эту избирательную кампанию. А там было, мы работали там всего месяца 4 или 5. Поэтому было очень трудно. Использовались новые формы. Вот что мне понравилось в этой избирательной кампании, там были использованы такие новые формы, как, скажем, митинги, да, с концертами. Приезжали, ну, это вы видели все сами, приезжали артисты, или сначала выступал Борис Николаевич, потом артисты, или наоборот. Я помню, запомнилось очень выступление в Волгограде. Там отмечалось в апреле как раз одна из очередных там дат победы, и Борис Николаевич выступал на таком, знаете, на берегу, а народ, который пришел на митинг, сидели, как это, на склоне, да, вот около реки, очень много. Очень много было молодежи, он очень хорошо выступал, просто так, знаете, очень эмоционально, вот, и вот это очень произвело очень сильное впечатление. Потом артисты пели фронтовые песни, ну и так далее. То есть использовались самые разные методы. Часто говорят, я часто читаю это, что для того, чтобы обеспечить победу на выборах, были приглашены американские имиджмейкеры. Я, откровенно говоря, ни одного не видела. Было 2 штаба. Один штаб работал прямо в Кремле, и там Виктор Васильевич определял задания нам, смотрел там нашу работу, наши тексты. И один был в гостинице «Президент» на Якиманке. Но вот я, например, ни одного американского имиджмейкера не видела и не беседовала с ними. Ну, может быть, действительно были, может быть, они где-то там разрабатывали стратегию этих выборов, может, как-то определяли там мероприятия, которые надо было проводить. Но реально я просто их даже не знаю. Вот. Сам Борис Николаевич очень много работал. Мы, откровенно говоря, тогда даже не знали, в каком состоянии его здоровье. А Мы вы не верили в знали. победу? Да.
Да, Несмотря потому на что плохие рейтинги. несмотря, потому что постоянно шли замеры общественного мнения, постоянно шли замеры его рейтинга. Работало несколько групп, которые проводили фокус-группы, просто проводили опросы населения. И уже после первых месяцев, полутора, по-моему, или двух, видно было, что очень сильно изменилась ситуация, и он вполне может выборы выиграть. Мгм. Вполне. А перезагрузиться надо, да, ребят? Подожди, 2 минуты еще. А расскажите, пожалуйста, о вот этой ситуации, когда Ельцина подбивали отменить выборы, распустить парламент. Ну, после первых замеров весной, даже не весной, а в феврале, в марте, вот так, рейтинга президента перед выборами 96 года стало очевидно, что если выборы и проводить, то это будет очень тяжелое, и шансов на то, чтобы победить, мало, потому что рейтинги были на уровне, самые большие, на уровне 5%. Во главе штаба был назначен Сосковец, который, откровенно говоря, просто не специалист в этих вопросах. Он промышленник, он там вице-премьер там, и так далее. Но что такое политическая борьба, как проводить избирательные кампании, конечно, он этого не знал. Мог руководить, обеспечивать там финансирование или еще что-то, но это очень сложное, вообще говоря, дело, выборы. И тогда у некоторых из окружения Бориса Николаевича Ельцина, по-моему, это прежде всего в силовом блоке, появилась идея, не распустить ли нам Государственную Думу, отменить выборы там и так далее. Помощники все, абсолютно все были категорически против. Борис Николаевич, у него есть было такое очень хорошее качество. Поскольку он начал проводить демократические реформы, то он всегда не боялся, он ничего не боялся. Он опасался, что они могут говорить, что он не демократ, не последовательный демократ. И что, начав демократические реформы, вдруг на каком-то этапе он их сворачивает, предположим, или отказывается, или еще что-то. Поэтому, конечно, вот эти идеи он сначала выслушал, вроде бы даже загорелся, потому что, я думаю, он чувствовал себя неважно в то время. А впереди еще такая мощная избирательная кампания. Но потом, слава богу, разум победил. Мы и писали записки, и на совещаниях на всех высказывали, что мы категорически против. Никакими силовыми методами ничего нельзя это делать, нельзя их использовать. Там были предложения, что мы распускаем Думу, там используем, я не знаю, опять силы МВД там, или еще что-то такое, чтобы не закипела вся эта ситуация. Вот. Мы были категорически против. Слава богу, что он отказался от этого предложения. Это шло от силовиков или от олигархов? Вы знаете, трудно сказать. Может быть, даже от олигархов. Я не в курсе. Я знаю, что силовики были настроены на то, чтобы выборы не проводить. Потому что, с таким рейтингом сложно было вообще надеяться на победу на выборах. Давайте несколько общих вопросов про Бориса Николаевича. Как вы сейчас оцениваете его историческую роль? В чем вы считаете его основная заслуга перед страной? Основная заслуга Бориса Николаевича перед страной, которая сейчас пока как-то, как мне кажется, недостаточно оценена, потому что к 90-м годам прицепилась эта оценка лихие, еще какие-то. Она состоит в том, что вот в этот трудный период преобразования, начиная с 90-го года и до конца своей карьеры уже, когда в 2000-м он ушел с его поста, добровольно, кстати, он смог провести страну, это не кощунственно, если я скажу, с минимальными потерями. Потому что для страны, в которой 3 поколения выросло при советской власти, 3 поколения не знало, что такое частная собственность. Первое, может быть, еще знало, но его лишили этой частной собственности. Остальные поколения не знали. 3 поколения атеистов, 3 поколения закрытой страны, которые никуда не выезжали. Понимаете? И не знали ничего, кроме того, что есть только в Советском Союзе. Провести через эти испытания страну большую и территориально, и по человеческим ресурсам, при таких потерях, которые сейчас коммунисты говорят, ой, столько погибло, там столько плохо жило от голода, неправильно велась экономическая реформа и так далее. Тем не менее, конечно, были ошибки у правительства Гайдара, были и трудности и все прочее. Но осуществить все это, используя это слово, смог только такой сильный и неординарный человек, как Борис Николаевич.
Давайте вспомним. Во-первых, Борис Николаевич строитель. И поэтому у него одна из черт характера, сформировавшейся в профессиональной деятельности, построить, сдать, допустим, какой-то объект, и люди в нем должны жить счастливо. Это пока он был молодым. Когда он стал президентом, он примерно так себе и представлял. Построить новую Россию и оставить ее будущим поколениям. Причем, поскольку он человек такой динамичный, энергичный, ему надо было быстрее построить. Построить, неважно, как он при этом будет себя чувствовать, будет ли он больным или еще как-то, но построить и передать ее будущим поколениям. Потом Борис Николаевич лидер, как говорится, с детских лет, человек, который сделал себя сам. Он закончил институт, он родился ведь в небогатой семье, он закончил институт, он работал строителем, потом стал руководителем домостроительного комбината, перешел на профессиональную партийную работу. И везде он был лидером, он всегда хотел быть первым. И поэтому у него было много волевых качеств и много мужества, чтобы всю эту работу выполнить. Причем, вы знаете еще, что хочу отметить? Конечно, по своим взглядам политическим, человек, который вырос в советское время, не был демократом. И если кто-то его называет, то это неправильно, это лукавство. Он никогда демократом не был, но он был человеком, который воспринял эти демократические ценности и хотел их реализовать. Вот когда он был в межрегиональной депутатской группе, там был один депутат эстонец, я сейчас не помню фамилию, который, когда ему задали вопрос, а как вы оцениваете Бориса Николаевича как руководителя межрегиональной депутатской группы, он сказал: мощная самообучающаяся машина. Вот эта мощная самообучающаяся машина очень тонко впитывала все, что связано с новым. Демократические ценности, рыночная экономика, свобода прессы. Сколько было переживаний по поводу того у него, что писали о нем в газетах. Это чудовищно. Наши ведь журналисты тоже никогда не знали и не видели, что такое свобода слова, и они восприняли ее буквально. Они писали все, что хотели. Вот 2 дня нет Бориса Николаевича, где-то он там опять пропал, или там еще что-то такое. Наина Иосифовна иногда нам звонила, Людмила Григорьевна, ну что это такое? Посмотрите, что они о нем опять пишут. Уговорите Бориса Николаевича подать в суд. Вот Лужков подает в суд, выигрывает суды. Почему Борис Николаевич не подает в суд? Я иногда его спрашивала: Борис Николаевич, ну почему вы не подадите, в конце концов, на эту газету? Там газета была «Завтра», например, или какая-то другая. Уж очень такие злобные, я бы сказала. Он мне говорил: нет. Нет. Если журналисты сами не научатся жить в условиях свободы, они никогда в ней не будут жить. Они никогда не получат от этого профессионального мастерства в новых условиях. Я говорю: ну а вам каково? Он говорит: а я потерплю. То есть тоже вот здесь было опасение того, что ну что ж ты, демократ, дал свободу, а теперь на всех по судам таскаешь? Нет, конечно. Вот это еще качество у него было замечательное. И я его оцениваю очень высоко. Было очень много сложных моментов. И 93-й год. И сколько о нем действительно писали плохого, но он никогда не был мстительным. Ведь посмотрите, все, кто был в Белом доме в 93-м году, посидели сколько-то месяцев там в СИЗО, да, и потом решением Госдумы были выпущены на свободу. Это известный факт. Через несколько дней в адрес Бориса Николаевича пришло письмо с просьбой от Хасбулатова: прикрепите меня к поликлинике на Сивцем-Вражике, это 4-е управление Минздрава бывшее, да? Прикрепите меня, мою семью, чтобы мы там лечились. Это был, не через несколько дней, это был 96-й год. И он написал резолюцию прикрепить и продолжать лечение. Ну, понимаете, то есть человек такой как бы щедрой, широкой души. То есть да, он понимал роль Хасбулатова в этих событиях 93-го года, но не считал его таким уже врагом, которого нельзя, предположим, его семью продолжать лечить и обеспечить ему медицинское обслуживание. Угу. В 94 году или в 95-м появилась статья одного из журналистов, не буду называть его фамилию, он сейчас довольно известный человек, только, правда, на других позициях, которая называлась, посвященная Ельцину, «Гений русской смуты». Вот в этом определении довольно точно определено, только не смуты, конечно, а вот таких мощных преобразований, которые прошли в это десятилетие. И он как раз там тоже отмечал, что у Бориса Николаевича были все необходимые как бы качества для того, чтобы эту работу выполнить. При всех ошибках, при всех трудностях там и так далее, при всех заблуждениях, которые были, но тем не менее он эту работу сделал.
Причем, вы знаете, мы сейчас судим иногда о нем и о 90-х годах с позиции сегодняшнего времени, а нужен некий исторический подход. Ведь, понимаете, в тех желаниях наших жить в демократическом в обществе с рыночной экономикой было много наивного. Потому что никто, собственно говоря, и не знал, что такое рыночная экономика, многие. И что такое демократия, какие институты и как они работают, где есть ограничения, где есть свобода. Точно так же, скажем, по отношению к прессе и правам человека. Очень много было нового, и много, может быть, было наивных мечтаний. У депутатов, у самого Бориса Николаевича, может, были какие-то наивные представления, это очевидно. Но, тем не менее, выбранные курсы он вел очень жестко, очень четко. Не все удалось сделать, конечно. Я думаю, что Саттаров рассказывал о том, что не было завершено государственное строительство, да, не до конца. Но еще какие-то моменты. Экономическая реформа тоже, так сказать, рывками проводилась, да. Вот. Но, тем не менее, сделано было за эти годы очень много. Благодаря вот его такой настойчивости и волевым качествам. Ну вот вы с ним лично соприкасались. Многие говорят, что у Ельцина была некая аура или какая-то харизма, которая помогала ему завоевывать людей или очаровывать людей. Это на самом деле было так, или это уже приписывается политику, у которого реально есть власть, и просто само наличие власти придает ему... Нет. Борис Николаевич реально обладал какой-то такой, знаете, энергетической аурой, хорошей, такой мощной, очень мощной. И действительно, как это говорят, или харизма есть, или ее нет. Вот у него она была действительно. Знаете, в самые трудные годы, когда шла борьба внутри съезда Верховного Совета РСФСР еще, Борис Николаевич, и сейчас эта традиция, кстати, закрепилась, она продолжает использоваться уже новым президентом, встречался с группами депутатов или с лидерами каждой группы. Но приходили и коммунисты, приходил Жириновский, приходили руководители разных фракций. И эти люди, большая часть из них, особенно коммунисты, они уж прям не любили там Бориса Николаевича. Они в зале там могли выкрикивать, они не поддерживали решения, которые принимались на съезде. Но когда они приходили в Кремль на встречу с ним, вы знаете, они мне напоминали каких-то, знаете, шоколадных зайчиков. Они очень вели себя так, знаете, робко, они очень прислушивались к нему. Когда он входил в аудиторию на встречу, они собирались, он входил уже последний. Они все вставали. Хотя это не было прописано ни протоколом, и никак. В первое время Жириновский, когда входил Борис Николаевич, вставал и вскрикивал: «Президент Российской Федерации, всем встать!» Ну, Жириновского мы с вами знаем хорошо, он как бы много критикует, но всегда дружит с властью, правда? Вот, и тогда он так себя вел. Потом уже не понадобилось ничего выкрикивать, но я замечала и другое. Например, когда мы были на переговорах, в международных визитах, и когда входил в какую-то там аудиторию, комнату там, на переговоры, противная вся сторона, ну как бы противоположность, с которой мы вели переговоры, они тоже вставали. Хотя, казалось бы, это совершенно не обязательно, и равные партнеры, зачем вставать? Но они вставали. Было такое, да, он действительно очень харизматичный человек, он очень обаятельный был. Если ему нужен был человек какой-то для работы рядом с ним или для назначения на должность, он видел, что там будет удачное назначение, успех, он был очень обаятельный, он мог уговорить, не знаю, покойника, чтобы работать. Понимаете, любого. И приводил аргументы, и рассказывал, как будем мы вместе дружно работать, и как у вас все получится, и так далее, и так далее. Был очень таким, знаете, очень таким обаятельным человеком. Умел уговаривать. Ну и действительно, по харизме только не только мое, скажем, ощущение, это многие говорили, что... Ну и много было для этого, как бы, знаете, физических данных. Он всегда над толпой возвышался. Если он где-то появлялся, он был выше всех. Хотя размер обуви носил 41. Да, 41,5. Вот такая была маленькая ступня. Вот. И он очень так как-то гордо всегда шел, у него всегда была прямая спина, он никогда не сутулился, хотя имел проблемы с позвоночником. Вот, поэтому он производил очень сильное впечатление. Кстати, действительно, человек очень мужественный, потому что я помню, мы собирались с визитом в Испанию, и вдруг нам Шевченко рассказывает, что сейчас приедут врачи из ЦКБ и будут смотреть ноги Борису Николаевичу. Я говорю, а что там с ногами-то?
как там? Он говорит: ты знаешь, он говорит, прям ходить не может, у него очень сильно болят ступни. А нам через 3 дня улетать в Испанию. Как он там будет осуществлять вообще весь свой визит? Как это все пройдет? Потому что в каждом визите очень много, знаете, таких протокольных мероприятий. Возложение цветов на каким-то памятникам, приемы. Часто приемы фуршетные, это значит, надо стоять. И как мы поедем, я пригласил врачей. Там на Иосифа какие-то примочки ему делает. Но это смешно, надо пригласить специалистов. Пригласили врачей, они отправили его в ЦКБ, сделали рентген, у него сломан мизинец на одной ноге, на второй тоже какое-то повреждение. Но потому что он увлекался там спортом, играл в волейбол, в теннис, прыгал, а все-таки он был такой мощный, а ступня-то маленькая, и, в общем, сломал мизинец. Пришлось делать какую-то мягкую, такую накладочку, что ли, туда, покупать ботинки 44 размера, чтобы это все вошло. И вот и поехали в Испанию. И там он, сцепив зубы, выполнял все эти протокольные мероприятия. Когда мы вернулись уже, он позвонил. И я ему сказала, говорю, знаете, очень хороший визит. Вы выступали перед бизнесменами, очень интересно, они там его слушали. Вот, и все мероприятия прошли хорошо. Он мне сказал, вы знаете, как мне было больно. Я, в общем, сцепив зубы, еле-еле там ходил. Ну, видно было, что он тяжело передвигался, но никакой визит не был отменен, он все выполнил. Ну, вообще, при таком росте, с таким размером ноги, Да, это неустойчивая ситуация. Да, 41,5. Вот такая ступня у него. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, про то, почему распалась команда и как распалась ваша команда. Что произошло? После 96-го года Борис Николаевич искал как бы руководителя администрации. Кто бы мог, так сказать, возглавить администрацию вот после новых выборов. Были разные предложения. Были предложения Игорю Малашенко, который, так сказать, вот известен тем, что вместе с Гусинским создавал НТВ, да. Были предложения другим лицам, но они все отказывались. И тогда Борис Николаевич в последнюю уже, по-моему, очередь предложил возглавить администрацию Чубайсу. Но как-то сразу по коридорам начала летать вот эта мысль, что поскольку новый срок, прошли выборы, так же, как в других странах, там в Америке или еще где-то, надо менять команду. Надо обязательно менять команду. Ну, понимаете, это, вообще говоря, не обязательно. Я не знаю, может быть, кому-то надо было сменить команду, но это не обязательно, потому что не везде ее меняют. Меняют, может, каких-то отдельных людей там и так далее. Но чтобы так целиком все вышли как бы за штат, а потом снова набирались, нет. Но нас как раз вот всех вывели за штат, а потом стали вновь набирать. С Чубайсом мы проработали нормально. А вот когда стал руководителем администрации Юмашев, ну, тогда начались некоторые трудности. Потому что, понимаете, у Юмашева вместе с Татьяной Борисовной, у них было, Татьяна, кстати, стала советником, у них были какие-то свои представления о том, какая должна быть публичная деятельность президента. В частности, они очень хотели, чтобы он, например, зачитывал радиообращения. Ну, может быть, с одной стороны, это и правильно, потому что ему только что сделали операцию, он еще очень так себя чувствовал не очень хорошо, был слабым, и такие публичные там выходы давались, в общем, с трудом, наверное, я думаю, так. Поэтому решили поддерживать вот имидж президента за счет радиообращений. В это время, кстати, радиообращения были очень как-то популярны в Соединенных Штатах. Там с радиообращениями обращался Буш-старший, потом обращался Клинтон очень часто, еженедельные радиообращения к нации. Начали мы писать эти радиообращения. Но, понимаете, без фигуры самого Ельцина, который, когда он выступает, он использует все, и мимику лица, и жестикулирует, и вот эта харизма его мощная, так сказать, оказывает влияние на аудиторию. Какой-то там голос в радио, он не производил впечатления того, на который рассчитывали. И поэтому мы написали несколько радиообращений, но потом замеры, которые были проведены в фокус-группах, показали, что тот не слышал, другой был на кухне, этот на работе, чистил картошку, играл с детьми, там еще что-то. Никто эти радиообращения, или мало граждан, кто бы слушал эти радиообращения. Они не прижились. Мы с самого начала говорили, кстати, Юмашеву, что радиообращения не пойдут. Ну, у нас другая аудитория, у нас другие традиции и так далее. Вот тут начались у нас какие-то, так сказать, трения с Валентином Борисовичем по поводу
публичной деятельности президента. И в конце концов они решили, что давайте примем других, раз эти вот не слушаются. Спорят что-то без конца и края, мы примем других. То есть это были расхождения на профессиональном уровне? Да, конечно. Не на идеологическом? Нет. Не на личностном, не на идеологическом, именно на профессиональном. Угу. Предложения, которые они давали в текст, они мне казались какие-то, так сказать, смешные. Потому что, понимаете, ведь дело в том, что речь политика любого, президент, или это премьер, или это там руководитель Государственной Думы, это ведь не обыденная речь, вот наша с вами, да, предположим. Она отличается от других. Она имеет совершенно другую конструкцию. Она должна быть такой, чтобы ее слушали. Вот. Там нельзя использовать, если это тем более аудитория на всю страну, нельзя использовать какие-то, знаете, такие вот бытовые фразы, солить капусту там или еще что-то. Я помню, мы с ним поссорились по поводу одного из радиообращений, где он, Юмаша, предлагал написать так, что не ходите там на митинги 7 ноября, лучше квасьте капусту. Я говорю, Валентин Борисович, во-первых, не все квасят капусту. Прям так скажем. Городские жители не все это делают. Довольно много. Есть кто квасит в деревнях, там еще где-то. Потом, понимаете, это не аргумент не ходить на митинг. Я завтра ее наквашу, а потом пойду на митинг. Это не остановит, если люди хотят сходить на митинг с коммунистами или на демонстрацию. Ну и потом как-то, знаете, из уст президента, который только что прошел такую сложнейшую избирательную кампанию, рекомендовать квасить капусту, просто смешно. Может, пироги печь или что-то. В общем, вот так у нас такие были расхождения с ним. А почему вы говорите, отказывались от общения? Сделаем передачу. Вот вы долго жили в Свердловске, на Урале, да? Можно ли сказать, что есть какой-то характер, там, уральский или крестьянский в Ельцине? Все это повлияло как-то на его формирование? По поводу Свердловска могу говорить очень много. Дело в том, что на самом деле Урал и сам этот город, они очень необычные. На Урале никогда не было крепостного права. Важно? Да. Совершенно верно. Татаро-монгольская ига, или как его теперь наоборот называют, просто там, так сказать, орда Чингисхана, да? Не называют татарско-монгольским. Они там не были, они прошли южнее. Тоже важно. Следующее, что бы я хотела отметить. В годы Великой... Там, когда не было крепостного права, создавал Демидов, строил все эти заводы, да? Там были крестьяне, приписные так называемые, которые зимой работали на заводах, летом они уходили и занимались сельским хозяйством. Это особый тип работника. Да? Что еще важно отметить? В годы Великой Отечественной войны на Урал были вывезены не просто заводы, туда были перевезены инженерно-технические кадры, руководители этих предприятий вместе с семьями, новая техника, новейшие технологии, которые там создали, собственно говоря, вот ту мощную индустриальную базу, которая есть и сейчас. Это совершенно тоже другие люди. Еще что бы я отметила в Свердловске. Что касается, теперь Екатеринбург. Что касается Екатеринбурга, это научный, студенческий и культурный центр. Потому что там много театров, там хорошие музыканты, там хороший оперный театр. Он очень ценился, кстати, в 60-е и 70-е годы. Ирина Архипова начинала там свою карьеру. Евгения Нестеренко, известный бас, начинала там свою карьеру. Там очень много студентов. А это совсем как бы подрастающее поколение, это другое отношение к жизни, это динамизм, это энергия, все, что хотите. Один только политехнический институт, когда я там работала, в нем училось 32 тысячи студентов. Я уже не говорю о других вузах. Если их посмотреть, то это очень много. Там было целое уральское отделение Академии наук, и сейчас оно есть. Оно, кстати, сохранило свою автономность, несмотря на реформу Академии сейчас, да, потому что это мощный научный центр. Вот это все формировало особый склад человека, который живет на Урале. Это особые рабочие. Я помню, была такая в 60-х, в середине 60-х годов, даже несколько научных трудов, написано известным философом, такой был Рудкевич в университете, «Рабочий интеллигент». Потому что по некоторым профессиям, которыми занимались рабочие, нужны были рабочие среднетехническим или даже высшим образованием. Но это тоже определенное своеобразие. Это не нынешние наши иммигранты, которые подметают улицы. Это совсем другое. Вот. И вот этим как раз Екатеринбург очень сильно отличался, и он оказывал влияние на всех, кто там жил, в том числе и на Бориса Николаевича, который, да, он из крестьянской семьи, вот, но
Он, тем не менее, формировался как студент в Политехническом институте, остался жить в Свердловске и Екатеринбурге, и вот в этой среде он варился. И поэтому он все это видел, и это, конечно, оказывало на него влияние. Еще хочу отметить, с точки зрения даже религиозной, на Урале много старообрядцев. Это тоже особый уклад жизни, особое, так сказать, свободолюбие, особое понимание своей жизни, не обязательно похожей на соседей там и так далее. Это тоже оказывало влияние на формирование и на ментальность тех людей, которые живут в этом регионе. Мне кажется, это особенный регион вообще в Давайте России. привяжем это, что все это сказалось на его характере. Да, и все это, конечно, в конечном итоге сказалось на формировании его характера. На формировании его характера, такого, знаете, не просто мужественного и прочее, но и такого, знаете, открытого всему новому, свободолюбивого даже, я бы И теперь сказала. надо Бориса Николаевича в эту фразу ставить, что все это сказалось Все на... это сказалось, А? Да-да-да. да? Все это сказалось на формировании вот характера Бориса Николаевича, его представлениях о жизни, о руководстве там, и так далее. И потом еще хотела бы отметить один очень важный момент. Борис Николаевич, особенно где-то в середине примерно своей политической карьеры в Москве, понимал, что не просто у каждого из нас есть свое предназначение в этой жизни на Земле, да? У него есть своя миссия. И эту миссию он понимал именно так, как человека-реформатора или руководителя страны реформатора, который проводит реформы и который должен довести его до конца. Не хватило немного, может быть, ему там времени, чтобы все это как следует завершить, потому что он уже очень сильно болел. Очень сильно болел. Но он именно так представлял свое предназначение, как реформатора, который должен выполнить, тяжелую выполнить, но необходимую работу. Скажите, а вот такой у меня вопрос. Да. Наина Иосифовна как-то участвовала в работе? Ну, не то, что тексты его смотреть, но вы соприкасались с ней как-то? Да, конечно, конечно. Нет, Наина Иосифовна вообще замечательная женщина, потому что еще в Свердловске она была уже как бы первой леди для этой области, потому что он был первым секретарем, а она была его женой. Но при этом она работала. Она тоже закончила этот Уральский политехнический институт, она была инженером, работала в проектном институте. И не просто там сопровождала или как-то там, но она занималась, не только работала, занималась с детьми, занималась семьей, помогала Борису Николаевичу в разных делах. Она мне рассказывала, что написала эти тексты по ночам, исправляла там что-то еще. Вот она в этом плане такой человек, как вам сказать, очень отличается от некоторых первых леди. Когда мы приехали, она переехала в Москву, она здесь вела себя очень скромно, я бы так сказала, но при этом не вмешиваясь во все дела, которые, так сказать, и те реформы, которые вел Борис Николаевич как президент, она, тем не менее, скажем так, очень чутко следила, а что, как там относится к Борису Николаевичу. Она часто нам звонила, спрашивала, а что предполагается, как там вот пройдет это мероприятие, или что такое пресса там о нем так плохо пишет, как вы оцениваете международную какую-то поездку Бориса Николаевича, как вы вот со стороны смотрели, как там все это выглядело. Она тоже очень много впитывала нового, потому что у нее не было практики поведения первой леди в международных, например, визитах, да? Но когда я подсказывала протоколе Шевченко, как надо себя вести, как надо одеваться, чтобы выглядеть достойно, она очень внимательно его не только слушала, но слышала и делала это. Молодец. Ну, кстати, о Шевченко. Откуда, например, Шевченко знал, как себя вести президенту и вообще про международный протокол? Он ведь тоже не из президентов. Ну, Шевченко несколько лет поработал с Раисой Максимовной. Он же был протоколистом еще у Горбачева. Раиса Максимовна была такая эффектная, модная женщина. Много занималась своим внешним видом. И потом как бы у Шевченко было несколько переводных книг о имидже первой леди. О том, как вести себя там деловой женщине, например. В те годы очень много тогда публиковалось таких книг, как должны вести себя первые леди. Поэтому он ей рассказывал, конечно, подсказывал. Очень аккуратно и деликатно, но подсказывал. А с вами он как-то ну, потому что вы все-таки с двух сторон делали одно и то же дело, да? Вы соприкасались с ним? Да. Вот мы помним, у них был один визит. Я не хочу как-то себя там представить в таком, я не знаю, лучезарном виде, да, но, тем не менее, когда был визит какой-то один из первых в Германию, я обратила внимание, что Наина Иосифовна сопровождала Бориса Николаевича, была в босоножках, что категорически запрещено протоколом, потому что должна быть обязательно обувь не белого цвета, закрытая. И когда они уже вернулись, ну, по телевизору я видела, я тогда не ездила в эту поездку по каким-то причинам. Когда они приехали, я подошла к Шевченко и говорю:
Володя, ну вот у вас тут такой прокольчик небольшой, но вы его исправьте. Он говорит, да, я говорит, просто этого не заметила, а там уже было бегать, искать какие-то новые туфли некогда было. Нет, он очень ей помогал, и он там прислушивался, если что-то говорили с разных сторон. И очень так деликатно с ней работал, надо отметить. Мгм. Давайте напоследок про 91 год поговорим. Да, слушай, да. Вы приехали в Белый дом, и в какой-то момент Борис Николаевич решил, что нужно спускаться. Все было в данном случае очень спонтанно. Мы приехали в Белый дом, и Геннадий Эдуардович засадил меня писать вместе с Шахраем указ о том, что ГКЧП нелегитимно, о том, что, так сказать, не будут выполняться его решения, там, ну и так далее. Вот этот первый указ. Мы с Шахраем его готовили, и потом Геннадий говорит, слушай, набросать тезисы, потому что вдруг Борис Николаевич выступит. И это была не речь, это было буквально несколько тезисов в соответствии с этим указом. Я, собственно говоря, даже и не думала, что он будет выходить там на танк и прочее. И вдруг там уже просто по радиосвязи Борис Николаевич вышел на улицу. Мы вообще-то очень боялись, на самом деле, потому что нам рассказывали, что на гостинице «Украина», которая напротив, сидят снайперы наверху. Ну, вроде бы, говорят, они так и были там. Вот. И смотрю, Борис Николаевич там на танке. Вот эти, он оглашал не речь, он тезисы произносил. Очень много работал в эти дни. Он практически не спал. Весь оброс уже такой, в общем, был в кабинете у себя. Мы встречались много раз, показывали ему эти тексты, согласовывали с ним эти тексты, оценку какую-то давали этим событиям. Вот. А потом в период, в ночь с 20 на 21, когда погибли вот эти 3 ребят, мы вместе с ним спускались в подвалы Белого дома. Там такие, знаете, еще в период гражданской обороны, да, вот, были созданы такие огромные подвалы, которые были, стены обиты все металлом, какие-то, видимо, там были продукты приготовлены, связь была вся, кстати, с внешним миром. Вот, и мы... Свет в Белом доме был полностью потушен, чтобы не могли видеть его, бомбить там или еще что-нибудь, потому что все-таки опасались, что будут брать штурмом Белый дом. И при фонариках и свечках мы спускались в эти подвалы. Просидели там практически всю ночь. Я иногда читаю такие выдуманные вообще факты по поводу этой ночи, как будто Борис Николаевич ходил там в американское посольство, еще какая-то ерунда, на машине вывозили. Да никуда его не вывозили, мы просто спустились где-то в 12 часов ночи и вышли оттуда в 4 утра, в начале 5-го. Вот, и пробыли там, потому что, собственно, нас убедили в том, что надо спускаться, служба безопасности, Коржаков и все его генералы. Вот Борис Николаевич в этот период вел себя очень мужественно. Вообще надо сказать, что есть политики, которые чем напряженнее ситуация, чем она более такая нестандартная, тем они энергичнее, лучше работают. Вот Ельцин из этой среды. Вот из этой среды. То есть он работал очень сосредоточенно, он очень много, так сказать, и сам писал текстов. Он связывался постоянно с той стороной, у него были переговоры с этим Крючковым там, и другими представителями ФСБ и прочее. То есть он в этот период он как раз проявляет лучшие качества. Вот Борис Николаевич из такой среды, он действительно так себя вел. Интересно, что в эти дни нас учили, как вести себя, если вдруг будет штурм Белого дома. В первые же где-то вот часы, когда начался этот путч, в Белом доме появилась частная охранная фирма, видимо, одна из первых, которая вообще была создана в эти годы вот в Российской Федерации. Частно приходили, я не помню, как она сейчас называется, парни в такой специальной камуфляжной одежде ходили по кабинетам и нам рассказывали. Так, вот если будут брать штурмом Белый дом со стороны, скажем, Крымского моста, Людмила Григорьевна, то вот мы около окон будут валиться и падать стекла, около окон мы поставим диваны, перевернем их. Они не будут просто стоять, не для лежания, перевернем. И вы вот за эти диванные подушки ложитесь, чтобы вас не поранило стеклами. Я говорю, да ну ладно, господи, да ну что, да кто будет штурмовать, да не придумал. Не-не-не-не, вот вы видели, что мама сказали, вот. Так себя ведите. Потом ко мне подошел, у нас такой был руководитель канцелярии Семенченко Валерий Павлович, очень интересный человек. Он еще в советское время был руководителем одного из районов Москвы. Пришел к нам и говорит, Люда, если будут штурмовать Белый дом,
прячься в шкаф. Я говорю, какой шкаф? А в каждом кабинете, знаете, такие есть шкафы встроенные, да? Вот, только ты привяжи веревочку так, чтобы тебе залезть в этот шкаф, и за веревочку дернуть, чтобы дверь закрылась. Как ты ее закроешь-то? Я говорю, так, хорошо, Валера, я спрячу в шкаф. А вот они бегут, допустим, там, зачистку будут делать нападавшие, а тебя не увидят, а ты там в шкафу сидишь. Я говорю, Валера, они увидят веревочку, и по мне пройдутся очередью по шкафу. А ты присядь. Вот, видите, вот такую школу жизни мы там проходили. Очень смешную сейчас, конечно, потому что я думаю, что если бы был штурм Белого дома, то там мало не показалось бы. Но что интересно, вот мы работали, не выходя из Белого дома. Я зашла туда 19-го, а вышла 23-го. Мы там в столовой питались, мы там спали на этих диванах, работали. В то же время работники, секретари, допустим, членов правительства, они просто закончился рабочий день, и они уезжали домой. Потом утром на метро приезжали снова в Белый дом. Вот такая была смешная революция. Просто... А что, говорит, не уходили, даже вы тут так сидите. Я говорю, мы так и сидим, мы около Бориса Николаевича, мы никуда не можем идти, потому что вдруг нам понадобится что-то писать, мы не можем отсюда выйти. 22-го к нам вдруг завезли в столовую арбузы, какие-то рыбы, там еще что-то такое. И стояла такая табличка защитникам Белого дома от свободной Чечни. Вот мы ели чеченские арбузы с рыбой. Вот такой был подарок. Они там несколько машин прислали. Но появились дома уже 23-го. Очень интересно проявил себя Геннадий Эдуардович. Он о себе такого не скажет, но я скажу, потому что 19-го, когда мы пришли в Белый дом, я к нему подошла к Гену, говорю, ну слушай, ну это что такое? Он говорит, это государственный переворот, не волнуйся. Я говорю, нет, как не волноваться, государственный переворот? Через 3 дня все закончится. Какой провидец. Действительно, через 3 дня все закончилось. Очень интересно. Я ему сейчас напоминала, он говорит, не может быть. Я говорю, да нет, Ген. Но я это помню отлично. Скажите, а фраза такая, которую Ельцин сказал в итоге, простите, что я не уберег ваших сыновей. Да, это мы написали. Вот это как это родилось? Мы написали ему текст выступления на Бориса балконе. Бориса Николаевича, да, мы написали ему текст Давайте выступления сначала. с самого начала. Мы написали текст выступления Бориса Николаевича на балконе на траурном митинге, когда были похороны этих 3 ребят, которые погибли. Он почитал, ну, видимо, был уже очень уставший за эти дни, очень такой раздраженный, говорит, я не буду это читать. Ну, что, какой-то трафаретный текст на поминках, что такое. Я не буду, идите, думайте, написали плохо. В общем, все. Хотя сразу хочу отметить, Борис Николаевич обращался ко всем на «вы». Людмила Григорьевна, где-то в последние только годы, 2, что ли, может быть, года перед тем, как мы ушли из администрации, он раза 2, наверное, произнес Людмила, а так он всегда только Людмила Григорьевна. И не только ко мне, ко всем. Будучи строителем, никогда не слышала, чтобы он ругался. Матом тем более. Абсолютно ни разу, ни одного слова никогда не слышала. Это просто поразительно. Мне никто не верит, но на самом деле, ребята, это так и было. Вот он мне сказал так довольно жестко, я не буду это читать, это что за какие-то там трафаретные тексты, вообще, о чем вы думаете, там все такое. Мы ушли, так расстроились с Сашей Ильиным. Наш уже коллега Харин болел в это время, он с нами не работал, мы были... Сначала я вообще была одна, потом Саша приехал, он уезжал в Свердловск навестить родителей, приехал. Вот мы сели. Ну что-то, какую фразу такую написать, чтобы он этот текст все-таки прочитал. Там все было правильно. Не хватало какого-то, вот знаете, вот такого слова, которое вот придумали. Придумали, он увидел, все, я иду. Где надо выступать, где балкон. Скажите, какую фразу, потому что... Да, вот написали эту фразу, просите меня, что я не уберег ваших сыновей. Вот это. Ну, вот это еще раз подтверждает, что он к текстам относился очень серьезно. Ему надо было всегда, чтобы было что-то такое неординарное в этих текстах, чтобы было что-то такое, чтобы зрители, вот как сказал президент. Ну, и он из нас это, в общем, выжимал буквальным образом, потому что, вы знаете, когда были события в Татарстане, и когда там националисты Татарстана требовали отделения от России и прочее, он должен был выступать перед журналистами или, по-моему, перед каким-то собранием, или по радио даже он обращался по поводу Татарстана. Да, кстати, это было такое радиообращение. Вот он меня к себе пригласил, мы писали текст, приглашали депутатов от Татарстана, с ними советовались, какие слова написать, что сказать, чтобы вот, ну, не прошел этот референдум об отделении от России.
Я пришла с этим текстом к нему и говорю: Борис Николаевич, все, что могли, все выжили, все, больше у нас нет никаких слов. Все, что нам говорили депутаты и специалисты, мы все вписали. Мне говорит: Людмила Григорьевна, если Татарстан проголосует за отделение от России, вы будете виноваты. Я говорю: как то есть я? Потому что вы не написали того, чтобы вот дошло до сердца каждого жителя этой республики, чтобы они не пошли на этот референдум, проголосовали против самоопределения там и так далее. Я говорю: Борис Николаевич, вы знаете, я все, вот все, что у меня было, я все написала. Говорю: может быть, вы что-то скажете? И он произнес такую очень интересную фразу. Он мне говорит: Людмила Григорьевна, у меня вот здесь одни угли. У меня уже сердца нет, у меня одни угли. Я говорю: ну, у меня тоже угли. Не-не-не, вы меня помоложе, идите пишите. Так что вот так он относился к текстам. Очень-очень. Выжимал из нас последнее. Вот у него угли, а вы пишите вот. И будете виноваты, если вдруг проголосуют не так, как нужно. Ну, я ему, правда, сказала: говорю: Борис Николаевич, ну куда Татарстан вообще может отделиться? Вот куда он в центре страны? Ну как? Экономически связан. Всеми нитями связан с Россией. Куда он может отделиться? Ну что вы, Борис Николаевич, это все пройдет потихонечку. Спасибо большое, Да, очень пожалуйста. интересно было.